Нажали кнопку? Давайте, поехали. Друзья, Абу-Даби. Сегодня у нас выпуск про Абу-Даби. Я это придумал неспроста, потому что уже надоел замыленный глаз на Дубай. Все выкладывают фоточки в Инстаграме с фэнси ресторанов, либо фешенебельных отелей, но все забывают то, что Абу-Даби это столица Арабских Эмиратов, и тут намного больше денег. Это самый зеленый эмират в Арабских Эмиратах. И сегодня мы вам покажем такие острова, как Садиат Айленд, это культурное достояние Абу-Даби. Яс Айленд, это остров развлечений, где проводится Формула-1, где находится Этихад-арена, где проводятся самые крупные концерты с мировыми звездами. Открылся там океанариум и куча всего другого. Но помимо этого мы расскажем вам о других интересных непопулярных точках, например, как оазис Аль-Айн. И горы, которые сзади меня сейчас, они называются Джабель-Хафид. Мы выбрали самые красивые и дикие уголочки, чтобы показать, как можно здесь проводить время. И если вы инвестировали в недвижимость Абу-Даби и не знаете, чем заняться на выходных, тогда этот выпуск точно для вас. Сегодня у нас понедельник, уже время 8 утра, мы начинаем потихоньку наши сборы. И для нашего путешествия мы решили взять огромного вот этого монстра Ram TRX, который разгоняется до 100 км в час за 4 секунды. Посмотрите, какая агрессивная морда у него, очень красивая машина, и мне кажется, она будет дополнять сегодня нашу атмосферу путешествия, приключений. Друзья, не переключайтесь и смотрите наш прекрасный выпуск про Абу-Даби. Так, ну что, поехали? Друзья, все-таки обожаю я, какого качества дороги в Арабских Эмиратах. Одно удовольствие, особенно когда вот на такой большой машине, как сегодня. Дорога, кстати, из Дубая до Абу-Даби занимает, можно сказать, считанные секунды. Я обычно доезжаю, вот мы сейчас едем на остров Садиат, у меня занимает дорога около 1 часа. То есть я выезжаю из своего любимого района Сити-Волк и за час где-то доезжаю до Садиат. И вообще есть такая тенденция, люди часто забывают о том, что все-таки Абу-Даби это столица. Это столица Арабских Эмиратов, и денег здесь больше, перспектив тоже больше в плане бизнеса, и недвижимость тоже имеет сейчас намного больше потенциал, в отличие от дубайской недвижимости. И, кстати, в аэропорту Абу-Даби сейчас открылся самый большой терминал в мире, буквально вот недавно, 1 ноября, было открытие, и он уже принимает туристов, то есть в целом Эмираты это большой такой туристический хаб, который соединяет Европу с Юго-Восточной Азией не только. И мы видим вот это вот активное развитие этого Эмирата. И поэтому для моих инвесторов сейчас интересно входить в Абу-Даби. И в целом вот этот фильм, который мы снимаем для вас, друзья, это как такой гид по тому, чем можно заняться в Абу-Даби в выходные дни. Не обязательно здесь жить, можно спокойно доехать из Дубая за час. И вы откроете для себя абсолютно другую картинку, которая будет отличаться от Дубая. Тут намного зеленее. Прямо сейчас мы проезжаем офигительные мангровые леса с бирюзовой водой. Не зря вообще остров Садиат называют Мальдивами по-дубайски, точнее Мальдивами по-эмиратски. Сейчас вы сами все увидите. Но помимо этого остров Садиат, он насыщен просто. Там какая-то передозировка культурной программы. Там располагается Лувр. Сейчас мы вам покажем строительство Гугенхаймского музея современного искусства. Эти музеи есть только в Брюсселе и Нью-Йорке, что является тоже вот такой вот эксклюзивной частью этого острова. Очень много точек притяжения, которые, ребята, снимайте вот этот остров с мангровым лесом, это просто какая-то красота. Сейчас мы вам покажем, это просто пушка. И вот этот сарайчик, он мне всегда так нравится, как говорится, и с милым рай в шалаше. И, кстати, друзья, в прошлом выпуске про застройщика Альдар, можете вот здесь по активной ссылочке посмотреть, я рассказывал про наш проект Грув, в котором мы выкупили много этажей с моим инвестором. В этом проекте открывается первый вообще в Арабских Эмиратах тренировочный центр по киберспорту. Вообще, на самом деле, правительство Абу-Даби
Абу-Даби очень любит инвестировать в спорт. На первом месте стоит футбол. Многие, наверное, наслышаны, то, что правительство Абу-Даби владеет одним футбольным клубом из Англии. И на втором месте сейчас это киберспорт. И вот открывается как раз в этом проекте, тоже на острове Саидьят, первый тренировочный центр по киберспорту, куда будут приезжать молодые ребята со всего мира, готовиться, тренироваться. И это тоже вот дополнительная такая точка притяжения, которая активно развивает данный остров. Вперед, патриарх Кирилл идет. Друзья, вот мы и добрались до острова Саидьят. Обратите внимание, тут все культурные наследия просто на расстоянии вытянутой руки. С этой стороны у нас находится Zayed National Museum, это исторический музей Эмиратов. Обратите внимание, то, что он выглядит в виде крыльев сокола, потому что сокол – это тотемное животное в Эмиратах. Очень выглядит футуристично. Уверен, то, что это будет просто какой-то отвал башки, а не музей. С этой стороны у нас Abrahamic Family House. О нем мы более детально тоже вам расскажем. И тут фишка в чем? Это дань дружбе между религиями. Там располагается синагога, мечеть и католическая церковь. Более детально мы вам вот буквально расскажем. И тут у нас еще стройка Гугенхаймского музея современного искусства, о котором я рассказывал вам в машине. Это музей современного искусства, который располагается в Нью-Йорке, Брюсселе, и третий, конечно же, открывается в Абу-Даби. Тут у нас располагается Лувр. Посмотрите, какой красивый купол на нем. Много геометрических форм. И виновник этого геометрического купола – это известный архитектор из Франции Жан Новель. Кстати, в Лувре есть очень много локаций для красивых фотосессий в стиле минимализм. Возможно, вы сейчас увидите мои фотографии. А также сейчас мы пойдем внутрь и покажем вам выставку Cartier, которая проходит вот прямо сейчас. Она посвящена исламской культуре и то, как она влияла на коллекции Cartier. Погнали! Друзья, меня просто переполняют эмоции. Мы сейчас смотрим на экспонаты изделий от Cartier, которые датируются 1939 годом, 1938 годом. И эти изделия настолько передают ту атмосферу, это что-то невозможное. И мы видим действительно, как исламская культура повлияла на коллекции Cartier тех лет, да и в принципе сейчас отголоски Востока мы можем наблюдать. И, кстати, в принципе, на Ближнем Востоке очень любят этот бренд, и везде, в любой точке, в любом торговом центре вы можете найти магазин Cartier. Обратите внимание вот на эти подвески. Это что-то невероятное. Мы очень рады, что мы сегодня попали на эту выставку. Надеюсь, вам тоже понравится. До сих пор нахожусь под эмоциями от выставки Cartier. Выглядит очень дорого и богато. И, кстати, о дороговизне, чтобы вы понимали, шейхи заплатили Франции 525 миллионов евро, чтобы взять просто название Лувр. Представьте себе еще раз, 525 миллионов евро на 30 лет аренды. Название Лувр. Аренда, кстати, началась в 2007 году, то есть, по сути, у нас в 2037 году заканчивается аренда, и нужна будет, что? Пролонгация. Интересно, какой будет прайс в 2037 году. Друзья, все-таки Лувр – это такая точка притяжения людей со всего мира, которые любят культурный отдых, и тут попадаются действительно интересные выставки. Очень эстетическое удовольствие приносит архитектура, собственно, поэтому здесь я и нахожусь. Поэтому ставим лайк, и Лувр всем рекомендую.
За моей спиной сейчас находится... Так, сейчас... Друзья, за моей спиной сейчас находится строительство Гугенхаймского музея современного искусства. Он будет в 5 раз больше того самого Гугенхаймского музея, который находится в Нью-Йорке. Этот музей основал Соломон Гугенхайм, и проектировал этот музей архитектор из Нью-Йорка Фрэнк Герри. Кстати, музей будет открыт уже в 25-26 году. Вообще ходят слухи, что Ватикан потеряет свой статус концентрации музеев на квадратный метр и отдаст эстафету Абу-Даби острову Садият, потому что мы уже видим, друзья, насколько здесь вообще культурная концентрация культурных наследий, и это только начало. Вдохновился Фрэнк Герри конусообразными строениями данного музея с ветряных построек Арабских Эмиратов. Очень классно, когда люди углубляются в историю Эмиратов, да, и смешивают это в современном архитектурном дизайне. Сейчас я вам покажу, что такое Abrahamic Family House. Кстати, Abrahamic Family House построил известный архитектор ганско-британского происхождения Дэвид Аджая. Представьте, вдумайтесь только, нигде в мире такого нету. На одном периметре расположена сразу мечеть, католическая церковь и синагога. Вот она сзади меня. Сейчас мы вам все в деталях и красках покажем. Погнали! Что-то типа ОБЭКа будет? Друзья, сейчас мы зашли перекусить в одну из моих любимых бургерных под названием Pickles. Она находится на Soul Beach, остров Садият. И это место примечательно тем, что здесь я закрыл первую свою сделку в проекте Groove от застройщика Альдар. Кстати, здесь можете, опять-таки повторяюсь, посмотреть тот самый выпуск с Наташей из Альдара, где мы подробно рассказываем о недвижимости на острове Садият. Вот такой вот он у нас остров Садият. Сейчас прекрасный сансет. И, ребята, самое удивительное то, что остров Садият — это натуральный остров, который, как природоохраняемая зона, сюда не заплывают большие судогрузы. Тут ограничен водный спорт. И что мне нравится в острове Садият, у него очень много питомников с мангровыми лесами. С 2008 года правительство Эмиратов приняли решение о том, что они будут умножать растительность мангрового леса, который здесь находится. Засадили около 400 тысяч новых маленьких вот таких саженцев. Через некоторое время они уже подросшие деревья начали пересаживать в другие регионы Абу-Даби. То есть Садият — это не только про культуру, но также и про экологичность. Сюда часто вот подплывают к этому берегу черепашки. Тут можно наблюдать дельфинов и черных бакланов. То есть тут совсем другая природа, если мы сравниваем, например, с тем же самым привычным для нас Дубаем. Поэтому мое сердце, конечно, остается здесь, на
Садиате. И, конечно же, мы тут реализовываем огромный сток нашей недвижимости. Поэтому, если после просмотренного видео вам захочется купить здесь недвижимость, конечно же, первым делом вы должны написать мне, потому что у нас самая классная квартира. Друзья, и самая главная фишка Садиата — это цвет воды. Посмотрите, какая она бирюзовая. Не зря называют Садиат — это Мальдивы по-эмиратски. Также, кстати, Садиат в переводе с арабского — это счастье. И когда ты здесь находишься, тебе действительно хочется улыбаться, жить, проводить время вот в такой красоте, походить по музеям. Поэтому я всем рекомендую настоятельно приехать сюда, хотя бы отдохнуть и прочувствовать на себе вот этот вайб. Hi, good evening, ma'am. Ура! Мы добрались до Аль-Айна, и сейчас мы будем заселяться в наш глэмпинг. Друзья, очень комфортная дорога от Садиата до нашего глэмпинга. Можно ехать 160 км в час, 200 км вы проедете примерно за 1,5 часа. Сейчас у нас на улице где-то плюс 22, прохладный ветерок, и нас ожидает дорога вот на ту гору, куда мы будем заселяться в глэмпинг до завтра. И сейчас мы пойдем искать какую-то крутую точку для встречи рассвета завтра утром. Вот, поэтому не отключайтесь. It's you, car, yeah? Okay. И, кстати, не зря я выбрал этого монстра, потому что сейчас где-то около 4 километров было бездорожье, плюс нас ожидает подъем в гору около 3-4 километров дополнительно. И эта машина показала себя более чем эффективной. Мы там немножко поукачивались, конечно, но в целом отличные эмоции вызывает данный автомобиль. Подруливаем на хату. Ура! Мы добрались до нашего глэмпинга. Пойдемте быстро делать рум-тур. Ребята, кстати, очень полезная информация. Мы оставим описание этого глэмпинга, ссылочку на Google Maps. 2100 дирхам сутки на двоих, пожалуйста. Вот такой прекрасный номер вы получаете. Тут, в принципе, внешняя начинка, как в любом фешенебельном отеле в Дубае. Посмотрите, вот такой вот комфортный номер. Тут сразу принесли welcome кейки. Сейчас мы перекусим. Кофеек, чаек, все есть. И мне очень нравится санузел, который выглядит очень свежо. Кстати, не во всех отелях в Дубае можно увидеть такой красивый интерьер. Если честно, я так устал и хочется уже быстрее проверить кровать. О, она шикарная. Сегодня будет отличный сон. Завтра мы встаем в 6 утра и будем снимать красивейший рассвет на горе. А сейчас мы пойдем, кстати, разжигать костер. Тут в виде комплимента дают охапку дров. Вот, и есть костровое такое место, выложенное из камня. Наснимаем сейчас тоже красивых переходиков. Наконец-то заселились, вот развели сейчас костер. И наступило такое время разговора у костра, рубрика. И вот знаете, друзья, когда сидишь у костра, около горы, понимаешь, что завтра ты пойдешь встречать туда красивый рассвет, и ты понимаешь, что жизнь, она вот, она и есть. Надо ее вот так вот жить, путешествовать, открывать для себя какие-то новые места. Можно до бесконечности тонуть в бытовых каких-то действиях, в работе. И самое важное — поймать баланс и вовремя дать себе вот такую возможность провести вот так вот замечательное время. Я советую каждому из вас больше путешествовать, открывать для себя новых локаций, не зацикливайтесь только на одной работе. Надеюсь, каждый из вас занимается любимым делом, как и я, но все равно у нас есть ресурс, который имеет свойство заканчиваться. И чтобы его хорошо восполнять, нужно для себя любимого делать вот такие прекрасные моменты в кругу близких людей, классной компании. Поэтому не откладывайте ваш отпуск на потом, собирайте чемоданы и летите куда-нибудь. Открывайте для себя новые точки, новые красоты, потому что это прекрасно, это наполняет жизнью. Ну что, всем доброе утро. Идем встречать рассвет.
Вау, ребята, посмотрите, какая красота. Друзья, самое удивительное то, что мы вчера приехали ночью, всего вот этого вообще не было видно. Я когда ложился спать, сразу подумал о том, что завтра будут потрясающие виды. Вот, конечно же, стоило сегодня проснуться в 6 утра, чтобы увидеть эту красоту. Сейчас мы еще поднимемся на гору, чтобы более красивые виды рассмотреть. Так, теперь время покушать плотно, потому что сегодня у нас еще плотнее день. Друзья, теперь время поесть. Друзья, расскажу вам, что это за место. Мы находимся сейчас в глэмпинге Pure Eco Resort. Находится он в национальном пустынном парке Джабель-Хафид. И, кстати, эта локация, она является с 2011 года под защитой ЮНЕСКО. Это неспроста, потому что здесь были найдены археологические раскопки по запросу шейха Заида. Это, кстати, основатель Эмиратов. В 1959 году он сделал запрос на археологические раскопки. И здесь были найдены артефакты, которые датуются 8 тысяч лет назад. Первые какие-то артефакты, которые были найдены здесь, вот в этих горах, которые за моей спиной. Также были сделаны раскопки, давность захоронения 5000 лет назад. Только представьте, какая здесь классная атмосфера. И теперь, я думаю, вы понимаете, почему мы выбрали это место. Добраться сюда на машине достаточно просто. Из Абу-Даби займет дорога 1,5 часа. Дорога на Аль-Айн. Тут можно классно провести время. Первое – это катание на лошадях по горам. Второе – это изучение на велосипедах. Плюс, конечно же, хайкинг. Как и любой глэмпинг, подразумевает под собой завтраки, обеды, ужины. Тут все есть для того, чтобы вы с удовольствием отдохнули и провели выходные на природе. Тем более сейчас у нас пришла зима в Эмираты, и самое время посидеть у костра, как мы это вчера сделали, и наслаждаться полным единением с природой. Аль-Айн, с перевода арабского, будет весна. И мы сейчас с вами добрались до этого прекрасного оазиса, который орошается по специальной системе. С гор стекает вода дождя, набирается в специальных резервуарах и по таким определенным тоннельчикам распределяется вот по вот этому красивому оазису. Еще в те времена королевская семья и обычные люди, также мечети, были подключены к этой системе орошения. Возможно, вы не ожидали то, что в Арабских Эмиратах, в принципе, можно найти вот такой кусочек оазиса. Честно, меня переполняет эмоция, потому что только что недавно мы проснулись около горы, которая состоит из скал, камней, и тут бах, и мы оказались вот в такой локации, которая напоминает нам Таиланд, Бали, очень красивые финиковые пальмы. В общем, все как мы любим, поэтому обязательно к эту точку к посещению. Друзья, смотрите, какие плоды мы видим сейчас. Либо это недозрелые апельсины, либо это кардамон. Ставьте в комментариях ваши догадки, что это может быть, а на выходе мы уточним, что это такое. Hi, brother. It's from mountain, yeah? Another Mountain. Another. This one. Темный мед. Так, ну что, еще одна наша любимая рубрика «Разговоры за рулем». Друзья, вот я живу уже, получается, в Эмиратах как экспат с 2021 года, и я заметил одну вещь. Не знаю, вот у дубайцев есть такое или нет, то что где-то каждые 2-3 недели
нужно куда-то выезжать. Объясню почему. От Дубая очень сильно я устаю именно ментально. Как итог, и физически тоже. Потому что как только ментально ты устаешь, и по физике ты тоже начинаешь уставать. И мы с семьей всегда путешествовали в Рассельхайму, либо Фуджейра. Вот по этим именно направлениям. Честно сказать, сейчас у меня вот первая поездка по Аль-Айну. В Абу-Даби, конечно, я и по работе много приезжаю. Но вот именно в таком формате, как турист, первый раз. И честно, вот мы сейчас едем как раз по городу Аль-Айн. Едем с оазиса, на котором мы сейчас были, да, снимали. Тут отличительная черта вот от Рассельхайма, от Фуджейры, тут очень зелено. Плюс видно то, что здесь люди в достатке живут. Это тоже радует глаз. Не скажу, что бедствуют, конечно, в Рассельхайме и Фуджейре, но тут видно как-то занимаются развитием вот этого города. Отличное дорожное полотно. Как и говорил ранее, пожалуйста, вот у нас дорога сейчас 160 км в час, можно идти ехать с вообще большим комфортом. В целом в Эмиратах очень комфортная дорога везде. Я, честно, как заядлый автолюбитель, для меня это просто всегда какой-то отрыв души. Потому что путешествовать на хорошей машине, плюс еще по отличной дороге, это просто какое-то удивление. Каждый раз я удивляюсь таким поездкам. Поэтому, друзья, пишите, как вы проводите ваше время в Эмиратах. Может, какие-то новые точки напишите, куда вы ездили, где я еще не был. С удовольствием тоже куда-то съезжу. И, в принципе, у меня уже родилась идея сейчас, пока вот мы все это снимаем, почему бы не снять такой фильм нам еще про остальные Эмираты, да, чтобы вообще в целом про всю страну, вот цикл таких передач моих авторских. Поэтому тоже пишите, если вам зайдет такой формат, да, потому что недвижимость недвижимостью, иногда хочется что-то вот для души делать. Хотя YouTube канал я тоже веду для души, и моя душа, она полностью завязана с недвижимостью, но вот этот формат travel-блога мне, честно, очень близок, потому что путешествия я обожаю. Кстати, в марте у нас будет поездка на Бали, мы там будем снимать про виллы, которые мы там строим. Ну и, кстати, на Бали, возможно, мы сделаем тоже вот какую-то авторскую передачу обжоров Дубая. Друзья, еще кто пользуется большими трассами в Абу-Даби, Дубай, Абу-Даби, Абу-Даби, Аль-Айн и так далее, есть вот такие столбики с левой стороны, которые иногда мигают синим и красным. Я долго ломал голову, не понимал, что это за столбики, камеры, не камеры. Это на самом деле система оповещения о том, что на дороге происходят либо какие-то рабочие история, да, либо случилась авария. Поэтому, так как трасса скоростная, вот такая система оповещения, она очень полезна. Вы узнаете за несколько километров о том, что впереди, например, авария, либо проходит ремонтная работа. Поэтому пользуйтесь этим лайфхаком. Друзья, вот я добрался до острова Яс-Айленд, этот остров Entertainment, на нем располагается Warner Brothers, Ferrari Park, Etihad Arena. В общем, это остров, который предназначен для развлечений. Сейчас мы находимся в Ferrari Park. Ferrari Park — это достаточно заезженная тема на YouTube, но все-таки я захотел на себе испытать те самые горки, которые развивают за 4,2 секунды, скорость 240 км в час, поэтому прямо сейчас я иду на эти горки. Погнали! Ребята, меня вдавило в сиденье просто не на шутку. Наверное, видно даже по моей голове. Скорость реально очень быстро набирается. За 4 секунды 240 км в час. Если вы любите впрыск адреналина, обязательно попробуйте это. В целом, про Ferrari Park я вам могу сказать, что это отличное место для совместного отдыха с семьей. Ferrari Park, так же, как и остальные достопримечательности Эмиратов, имеют приставку «самый». Самый большой логотип Ferrari, самый единственный парк вообще в мире под названием Ferrari Park, который строился в коллаборации, естественно, с брендом автомобилей Ferrari. Тут можно взять, например, Ferrari на прокат на сегодня, либо покататься с детьми на маленьких горках и куча всего. Поэтому я вам рекомендую посетить данную локацию.
Ну что, друзья, и это тоже Садиат. Сейчас мы с вами отправляемся кататься на байдарках среди мангровых лесов. Мне кажется, это будет самая красивая моя поездка на байдарке за все время, сколько я имел опыт вообще катания на байдарках. Посмотрите, какая сзади красота. Это просто что-то нереальное. Помните, в начале выпуска я вам рассказывал, что Абу-Даби является одним из самых огромных заповедников мангровых лесов, где они разводят маленькие питомства. И да, это экологичность, это очень экологично. Тут я полностью поддерживаю эти инициативы, и просто классно находиться здесь сейчас, поэтому поплыли быстрее. Смотри, он маленькую птичку гонит. Друзья, даже аисты здесь живут и обитают. На самом деле мангровые леса созданы для того, чтобы наделять кислородом весь Абу-Даби, да? То есть это единственные деревья, которые выдерживают адски жаркие температуры, растут в очень соленой воде, потому что летом концентрация соли во всех Эмиратах очень сильно превышает норму, потому что сильно жаркая погода, да, и просто как бы вода обычно испаряется, а соль концентрируется. Еще интересный факт о мангровых лесах, то что они хорошо спасают от наводнения, потому что их система корней сделана таким путем, то что она будет задерживать воду, которая будет стремиться подняться. Поэтому это тоже был один из пунктов, почему, собственно, и стоит начать вести заповедник мангровых лесов. Ну что, друзья, вот и подошел мой первый travel-блог на канале о недвижимости Эмиратов и не только к концу. Очень хочется от вас услышать обратную связь. Вот я сижу уже в машине после того, как мы проплыли на байдарках 6 километров и снимали для вас красивые кадры. Мне будет очень приятно увидеть каждый комментарий от вас, как это получилось. Честно, я сегодня увидел Абу-Даби вообще совсем другом ракурсе. Абу-Даби, он настолько пропитывает тебя аутентичностью Арабских Эмиратов. Все вот эти культурные точки, горы, глэмпинг, также поездка по мангровым лесам. Вот именно здесь я понял то, что я живу в Арабских Эмиратах. То есть в Дубае я этого до конца не чувствовал, потому что Дубай, он немножко другой, он более энергичный, более драйвовый, ты закапываешься в бытовухе. Но сегодня здесь я полностью ощутил на себе, что такое Ближний Восток и что такое Арабские Эмираты. И я очень надеюсь, что я для вас показал необычные, красивые места, не заезженные туристами, и вы куда-то съездите и потом напишите комментарий, что вы были в этой локации, вам понравилось. Всем пока, друзья!